Всем привет, друзья! Сегодня я снова вышел в одиночный поход с ночевкой в лес. Но сегодня я не взял с собой палатку. Не очень хорошая погода весь день. То дождь, то снег. Больше мокрый снег и обильный такой, несмотря на то, что уже конец апреля. Поэтому мне надо успеть за сегодня, собственно, этой задачи на сегодня. Создать лагерь, натянуть тент, сделать лежанку и укрытие навес. Сейчас, наверное, градуса 4, плюс 4. Хочу еще попробовать пройти через лес. В общем, свернул я в лес, иду по лесу напрямую. Рано или поздно я не заблужусь, потому что рано или поздно я знаю, что я выйду к воде. Но, честно говоря, идея это так себе идти через лес. Постоянно где-то надо что-то прыгать, перескакивать и как-то еще по-другому изгаляться. Все, пришел на свое старое место. Как раз дрова я в прошлый раз поколол, и оказывается я себе это сделал. Замечательно. Они, правда, мокрые, но потом тоже в костер пойдут. Сейчас первая моя задача сделать навес и настил, на котором я буду спать. Настил я буду делать на этом месте, где в прошлый раз у меня был тент натянут. У меня как раз вот из старая стропа осталась. Ну, стропа нам, в принципе, не нужна. Здесь я натяну жерть, сделаю настил, а внизу постелю тоже настил, на котором я буду спать, на коврике. И костер где-то будет гореть, я думаю, как-то вот так, чтобы обогревать меня. Сегодня мне повезло, ветер с той стороны, и как раз настил будет меня укрывать от ветра. Ну, если хватит ширины тента, я еще по бокам сделаю такие свесы, чтобы вообще мне было тепло и уютно. Так что погнали. Надо работать быстро, потому что уже около 6 часов. Но время-то ладно, я с фонариком могу работать. Главное, что надвигается туча, и погода как будто бы скоро снег пойдет, а это не исключено. Вижу, вон хорошие жерди. Но до них надо добраться. Добраться туда мне должен помочь мой новый непальский нож Кукури. Заодно проведем его испытания. Решил я не лезть далеко в эти заросли, доставать оттуда жерди. Посмотрел дальше, там еще есть куча поваленных деревьев и более удобное расположение их, поэтому пойду лучше оттуда выпиливать и носить. А Кукури меня пока не впечатлил. Ну, посмотрим, что им можно делать, что им буду делать.
Все, лежак мой готов, но еще рано расслабляться, еще надо сейчас навес крепить. Не знаю, будет дождь или нет, пока погода очень хорошая. Но навес в любом случае надо, потому что дождь пойдет, все замочит. Вот таким образом я закрепил центральную жерть, на которой будут крепиться лаги для крыши. Они опираются на просто вставленный в землю столб и притянуты репшнуром к дереву. Держится очень крепко. Навес все больше приобретает какие-то формы. И я уже очень сильно ускоряюсь. Почему? Потому что уже темнеть начинает. У меня еще даже дров не запасено на ночь. Еще 2 жерди поставлю, натяну тент и потом уже включусь. Все, навес готов. В принципе, я доволен, но ночь покажет, буду я доволен до конца или нет. Вот такое у меня получилось. Натянул я наверх эти самые тент из таурполина. Ну и получилось у меня даже длины тента хватило, чтобы закрыть все по бокам. Все, теперь быстро сделать костер. Сначала распалить небольшой, потом мне надо найти 3 больших бревна. Я хочу распалить надьяна вроде называется, когда 3 больших бревна ложатся, и они горят всю ночь. Ну как всю ночь? Часа 4 прогорят. Все, ребятушки, дрова, срочно дрова. Уже стемнело. Я-то дров нанес, но пытаюсь что-то по рюкзаку найти. Фонарик даже не знаю, куда положил. Как-то заранее его не выложил. Надо уже скорее костер сжигать, какой-то снег начинается. Сегодня я взял свиную рульку, картошки, перца. Все это я в пергаментную бумагу заверну. Потом уже фольгой. И таким образом все это запечется. Картошку я не успел помыть, потому что я после магазина сразу поехал. Купил картошку и поехал. Поэтому придется ее без кожуры почистить, чтобы она была чистая. Себе такую штуку купил. Называется сигнал охотника. Здесь стоят патроны Гром. Если сделать вот так, взвести и отпустить, то будет очень сильно выстрел и огонь отсюда. Выстрел как из ружья. Оглушит. С этим как-то поспокойнее, что ли. Это что такое? Это было? Включил камеру. Сижу, никого не трогаю. Я так понял, это птица какая-то пролетала. И вдруг над головой что-то там, или где-то в кустах что-то шу-шу-шу-шу-шу. Как крылья какие-то, или что там. Похоже на птицу. Настроение было такое, а сейчас оно стало уже такое. Ладно, положу это на всякий случай в карман. Главное, чтобы карман не прострелило мне. Ну, не должно. Ну что, продолжим. Нож очень хорошо я натащил. В прошлый раз он туповат был. Просто как по маслицу все режет. Сильно мелко не надо резать. Я думаю, так будет достаточно. Сначала я все это уложу в бумагу, заверну. А потом уже
фольгу. Картошку я порежу на 4 части. Я думаю, будет этого вполне достаточно. Немножко я присолю. Потому что особенно на природе хочется такого сильно соленого. Мяска какого-нибудь. Да? Напишите в комментариях, когда вы последний раз в походе бывали. И с кем. Я очень давно, вот это второй поход. И очень здорово на самом деле, ребятушки. Очень. Бумага немного расползлась. Ну ничего. Если несколько слоев фольги, да? О! Да, это не как в прошлый раз костерчик у меня был. Совсем маленький. Ух, жар какой идет. Класс. Сейчас сижу, думаю. Это я, получается, сколько сейчас время? В 6 часов, можно сказать, начал готовиться. Ну и вот в 10, можно сказать, ну, в 9:30 где-то я только распалил костер. 3,5 часа я пилил бревна, тягал их тут, рубил, связывал. Вроде устала, сейчас сидишь и понимаешь, что ну вот сейчас это класс. Стоит это того. Не знаю, сложно объяснить, но класс. А еще сейчас рулечка с картошкой приготовится. Потом чайку попить. Даже телефон не хочется доставать, там что-то смотреть, читать новости. Вообще нет. Это вот как гипноз какой-то, вот на эти угли, на этот огонь смотришь. Я думаю, что допекать не придется, как в прошлый раз. Пробую открывать. А запах обещает, что все будет хорошо. Я вижу, что свинина от кости отделилась. А бумага, похоже, действительно не дала пригореть. Так. Свинина отлично отделяется от кости. Да, картошка готова. Я могу сказать с уверенностью, что костер Надья, таежный костер Надья, мне с успехом удалось разжечь. Я еще сходил в лес, и каким-то чудом я нашел примерно вот такое лиственное дерево, очень тяжелое, я не знаю, что за порода, но оно раза в 2 тяжелее, чем сосна. Я его вырубил, принес и положил в костер. Что по моему настилу? Сразу хочу сказать, пока не забыл. Я и сам потом просто буду смотреть, чтобы это отпечаталось. Я бы еще добавил 3 где-то бревна, вот так. Еще 1, 2, 3. Чтобы, во-первых, оттуда не так холодом тянуло, это раз. А второе, все вещи, чтобы не ложить на земле, а положить вот здесь.
за собой. Они, во-первых, они находятся за тобой. Это более спокойный вариант. Во-вторых, они еще дополнительно будут закрывать щели между жердями и не пропускать ничего воздуха. Это как бы будет барьер такой. В следующий раз надо это иметь в виду. Поставил чай. Сейчас буду пить чай. И уже потихоньку готовиться ко сну. Так спать под открытым воздухом, считай, ну, под навесом, но можно сказать под открытым воздухом, тревожнее, чем в палатке. Хотя палатка что это такое? Это тряпка, но все равно ты как-то, тебя никто не видит, ты закрыт, вроде как в домике. Ну посмотрим. В общем, мне спокойной ночи. Увидимся с утра. Ой, в общем, 3:30 времени где-то. От моего костра почти ничего не осталось. Пойду за дровами, чтобы с утра были еще какие-то угли. И можно было хотя бы чай закипятить. Пока нашел дрова, пока спилил их, разрубил, пока принес. Так уже и 4:30, час прошел. Зато костер мой очень хорошо разгорелся. Уже и зарево какое-то появляется на небе. Светать, слегка светать начинает. Скоро птицы проснутся, тут уже точно не заснешь. Ладно, попью воды и попробую еще поспать хоть часик-два. Там уже и светло станет. Буду вставать тогда. Всем доброе утро. Вот уже 7:20, я уже встал. Получается, с 5 до 7:20 я проспал 2,5 часа. Но эти 2,5 часа я очень хорошо спал. Все дело в том, что я подумал и решил снять всю верхнюю одежду, и остался фактически я в нижнем белье. Ну, я вот был в термухе одной этой и снял даже носки. И именно это, видно, повлияло на мой сон. Я смог расслабиться и замечательно заснуть. Даже с утра из спальника вылазить не хотелось. Что-то я шел к водоему умыться, думал. Но уровень воды сильно поднялся, и она здесь стоит в болоте каком-то. А там, где нормальная чистая начинается, туда не пройти, все затоплено. Поэтому, наверное, я откажусь от этой идеи. Пойду в лагерь, к костру, потому что реально холодно. Подмерзло сегодня.
Буду готовить сегодня завтрак на костре. А сегодня свою супер турбо печку я не брал с собой. Запакую свой спальник. Схожу, небольших веток принесу. Распалю костер и буду готовить завтрак. На завтрак я буду делать сырный суп. Что нам для этого понадобится? Я с собой взял макароны, лук, морковка, пару картошин, колбаса и плавленый сырок. У меня с кусочками грибов. Ну, еще приправы. Какой порядок действий, чтобы его приготовить? Почищу лук и морковку. Кстати, сейчас огонь разгорелся. Надо быстрее делать, чтобы не идти за ветками. Почищу лук, морковку. Обжарю их отдельно от супа. Потом почищу, сварю картошку. Добавлю туда колбасу и макарон. Плавленый сырок. Плавленый сырок размешивается. И в конце добавляется обжаренный лук и морковка. Вчера в магазине заходил, не было подсолнечного в маленькой бутылке, поэтому я взял с собой сливочного. Обжарю на сливочном масле, я думаю, от этого только вкуснее будет. Картошку я порежу где-то на такие куски небольшие, и она быстро сварится. Кстати, терки нету. Ну, я думаю, без терки будет все хорошо. Все нарезано. Это сейчас буду обжаривать. А картошку я уже буду ставить, да, на огонь. Зелени много, но она лишней не будет. Я думаю, будет. Я ее кину, чтобы она минут 5 постояла. Настоялась. И будет класс. Вермишель, я смотрю, уже такая 80% готовности. Я думаю, пока она будет стоять, остывать, она набухнет. Потому что если ее снять, когда она уже будет готова, то превратится она в кашу. Зелени будет очень много. Ну, во-первых, куда ее девать, во-вторых, мне нравится, когда много зелени. Несмотря на то, что с утра я особо не ем, я умолол целый котелок сырного супа. И это реально было очень вкусно. Хочу сказать спасибо моей любимой жене за такой классный рецепт. Поблагодарить себя за исполнение. И спасибо этому лесу за атмосферу. Все, друзья, я уже собрался, запаковал свой рюкзак. Он стал значительно легче, кстати, потому что вообще он был в этот раз 20 килограмм его взвешивал. Ну, все правильно, 3,5 килограмма убралась палатка. И воды я брал не 5 литров, а 3. Получается там 5,5 килограмм. Ну, еще там 1,5 какой-то там чепухи было, тоже убралось. Сейчас килограмма, наверное, будет 17.
а то и 16 еще, еды 15 даже. Он легкий, я уже его собрал, попробовал. Что я хочу сказать про походы. Походы пешие, там, я не знаю, может там на велосипеде, на мотоцикле. Ну, на мотоцикле не так, я про что хочу сказать. Пеший поход — это одно из самых таких доступных средств испытать какие-то эмоции, ощущения, в отличие от обыденной размеренной жизни. Для этого много не надо, просто собрался и пошел. Да, в лес пришел, тут дрова, костер попалил, покушать что-то приготовил, переночевал. И вот уже здорово. В общем, буду выдвигаться. Но еще осталось одно маленькое дельце. Я буду не я, если я не попробую и не испытаю гром. Средство для отпугивания диких животных. Вообще, эта сама штука называется сигнал охотника. И к нему идет два вида заряда. Гром и ракетница. Мне нужен был гром, соответственно, я взял гром. Для того, чтобы если какое-то бешеное животное или волк что-нибудь там, это маловероятно, но все же где-нибудь будет, то этим его отпугнуть. Насколько сильно это будет пугать, сейчас мы будем пробовать. Честно говоря, мне немножко стрёмно. Но мне нужно знать, как это работает. Поэтому вот твою. Не дай бог, конечно, но она может пригодиться. И вот я вчера вечером по лесу, ночью по лесу шастал, и она была в кармане, этот гром. Мне, конечно, было поувереннее. Да, это, я думаю, поможет, потому что хлопок очень сильный. Ну, а по поводу травмоопасности, отдачи практически никакой не было. Я думаю, что она тут разорвется там или что, сомневаюсь. Потому что, ну, хлопок сильный, а отдачи нет. Она просто как хлопушка, но очень громкая, очень. Ну и напоследок, если тебе понравилось это видео, поставь ему лайк и нажми кнопку подписаться. А также укажи в комментариях, что бы ты хотел видеть, и поделись своим опытом похода без палатки с ночевкой в лесу. Всем пока, друзья!